В этом видео вы увидите весь путь строительства моего дома, от выкапывания котлована под ленточный фундамент до заливки армопояса второго этажа перед установкой крыши. Я строил полностью своими руками, без помощи бригады строителей. Был только готовый утвержденный проект и огромное желание воплотить мечту в жизнь. Каждый этап впервые, каждая задача – новый вызов, который приходилось осваивать на ходу. Подготовка грунта, вязка арматурного каркаса, заливка бетона, утепление и гидроизоляция фундамента, кладка блоков и замешивание раствора, установка перемычек и заливка армопояса. И это лишь малая часть того, чему пришлось мне научиться за последние 2 года. Этот проект – доказательство того, что, вооружившись терпением, упорством и желанием, можно построить дом своей мечты своими руками. Более подробные моменты каждого этапа стройки вы можете посмотреть на данном канале. В прошлом видео мы остановились на формировании оконных проемов второго этажа. Всего будет 4 окна, 3 основных высотой 1,6 метра и одно дополнительное 2-метровое для лестничного проема. Ой, главное, чтобы мама это не видела, да? Чтобы продолжить кладку стен на высоте, необходимо соорудить строительные леса прямо на втором этаже. Еще. О, еще. О, держим. Для этого использую опорные вертикальные балки с сечением 100 на 50 мм. Они обеспечат надежность и устойчивость конструкции. В качестве настила применяю влагостойкую фанеру толщиной 30 мм, которая выдерживает нагрузку и не боится влаги. К работе подключились сын и дочка. Это отличная возможность совместить полезное с приятным и провести время всей семьей. Мастер сделал? Посмотрите на ее лицо. Полное погружение в процесс. Она надела защитные очки в предвкушении того, как закрутит пару шурупов. Для них главное сделать своими руками. Пусть получится неровно или не с первой попытки, но именно так они развиваются, учатся и через тактильный опыт познают мир вокруг себя. Ну, что делаем? Он херней страдает. Ага, а ты? Страдает. А я жду работы. Я тоже жду работы. Ага. Он херней страдает, повторяю. Когда еда? Интерес и увлеченность детей растет в тот момент, когда они получают возможность взять инструмент в руки и попробовать сделать что-то впервые в жизни. Конечно, не обходится без привычного «принеси-подай» и «подержи вот так», но куда увлекательнее самому закрутить, забить или подрезать. Аленчик, что случилось? Давай, слезай. Я не могу! Чего не можешь? Давай ручку. Ну чё и как? Давай, вот там есть ступенька внизу. Ну, пацан есть пацан. Все мы помним себя, как лазили по крышам и заборам. А вот и четвертое 2-метровое окно над будущим лестничным проемом.
Я в восторге от этого маленького человечка, она вообще ни на минуту не отходит от меня. Никто ее не заставляет, а она все время с папой. Поддержит, принесет, поржет надо мной. Теперь будет удобно работать с блоками на следующем ярусе. Никогда не экономьте на вашем удобстве и, самое главное, безопасности. Леса должны быть стабильными. Многие спрашивали в предыдущих видео, почему блок кладу на 2 колбаски раствора по внешним краям. Потому что в керамзитобетонных блоках должны быть пустоты, так называемые воздушные камеры, которые задерживают тепло. Если залить раствор сплошняком, он заполнит эти пустоты, что создаст мостики холода, и, естественно, теплопотери увеличатся. А вот 2 полоски раствора по краям не перекрывают внутренние пустоты, сохраняя тепло. Плюс, естественно, это экономия раствора. Раствор тоже ресурс. При 2 полосках его уходит значительно меньше, чем при сплошном нанесении. Также не забываем, что нагрузка вкладки передается через внешние грани блока, а не через середину. Поэтому раствор по краям обеспечивает полную несущую способность стены. Создание оконной перемычки можно решить 2 путями. Первое – это купить готовую. Второе – сделать самому. Заводская перемычка – это быстро, но дорого. Кроме ее стоимости, придется заказывать кран для установки, а это серьезно бьет по бюджету. Самодельная же обходится в разы дешевле, пусть и требует больше времени. Я выбрал второй вариант. Сначала закрепил 2 нижние опоры на нужной высоте, чтобы горизонтальная доска легла точно в уровень с верхним краем блока. Снизу зафиксировал ее на 2 металлических уголках, а лишнюю длину шурупов аккуратно срезал болгаркой. Для боковых стенок опалубки использовал ту же самую влагостойкую фанеру толщиной 30 мм, закрепив ее сотовыми шурупами прямо в блок. Как временное крепление это идеальное решение. На этом этапе особенно важно выставить опалубку строго по уровню и вертикали, чтобы после заливки бетона не пришлось ничего выравнивать. Все щели запенил монтажной пеной. Так бетонное молочко не уйдет и перемычка получится монолитной и прочной. Вот такая вот опалубка у меня получилась. Ширина ровно по блоку 300 мм, ну и высота, соответственно, точно так же идет по блоку, вот как 18 сантиметров. Вот такую вот перемычку будем сегодня заливать. Но для начала необходимо, конечно же, связать армокаркас. Армокаркас буду вязать из остатков арматуры. Слава богу, тут в остатках огромное количество. Вот, так что можно смело ее использовать. Сам основной стержень будет из 14-миллиметровой арматурки, а хомуты из десятки. Болгаркой отрезал арматуру нужной длины, а на арматурогибе изготовил соответствующее количество хомутов. Когда есть нужный инструмент под рукой, работать одно удовольствие.
Сначала планировал собрать армокаркас из 4 продольных стержней, но в процессе решил усилить конструкцию, добавив по одному пруту сверху и снизу. Расстояние между хомутами сделал 250 мм. Этого достаточно, чтобы каркас получился жестким и устойчивым. Для вязки использовал вязальную проволоку и ручной крючок. Но вот как такую работу можно заливать в бетон? При установке армокаркаса необходимо использовать вот такие вот пластиковые стульчики. Это такие поставки под арматуру. Их основная функция – это обеспечить нужное защитное бетонное покрытие между арматурой и опалубкой. Ну, обычно они как бы снизу ставятся. Также могут устанавливаться по бокам. Арматура не должна соприкасаться с землей или, ну, в моем случае, как бы опалубкой. Да. Они поднимают арматуру на нужную высоту, ну, примерно 20-25 миллиметров, вот, чтобы после заливки армокаркас оказался внутри бетона, а не на поверхности. Это защищает арматуру от коррозии. Решил перемычку жестко перевязать с основным домом. Просверлил 4 отверстия и забил в них арматуру. Это придаст дополнительную прочность всей конструкции и исключит возможность трещин в месте стыка. Поставил пластиковые стульчики. Промыл опалубку водой от пыли и грязи. А также установил верхние затяжки, чтобы при заливке бетона стенки опалубки не разъехались. Вроде надежно. Можно заливать. Для заливки перемычки буду использовать уже готовый бетонный раствор фирмы Sacred
BH. Это раствор с пониженной водонепроницаемостью. Можно использовать его как снаружи, так и внутри помещений. И самое главное, что он имеет класс прочности C35. Как раз то, что необходимо нам для нашей перемычки, которая будет нести нагрузку. Бетон замешивал мощным строительным миксером, добавляя пластификатор для повышения эластичности раствора. На видео процесс может показаться простым, но поверьте, в реальности это тяжелый и энергозатратный труд. Каждый замес требует сил, ведь от качества раствора зависит прочность всей конструкции. В обязательном порядке использовал вибратор. Он нужен для уплотнения смеси. При заливке в бетон попадает воздух. Если его не убрать, образуются пустоты, или раковины, которые снижают прочность конструкции. Ну, вот такой вот результат у меня получился. Достаточно все получилось ровненько. Как мог, разгладил. Ну, тут, в принципе, особо стараться не надо. Все равно следующий слой пойдет раствор и опять же блок. На все это дело ушло у меня 6 мешков. Вон там они валяются. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, да, 6 мешков 40-килограммовых. Ну, это половинка вот. Один остался. Получается, 108 литров вышло. Вот. Закончим, получается, на сегодня работу. Тяжелые, конечно, бетонные работы. Желательно, конечно, приглашать помощника. Но объем небольшой. Кажется, что справлюсь сам. Зачем там нужна помощь? Но под конец рабочего дня так немножечко чувствуется подусталость. И эти 40-килограммовые эти мешки, который там сзади стоит, вот, их одному нереально таскать. Есть 25-килограммовые, такая же марка, такой же класс, вот, но нужно ехать на другой конец города, поэтому проще, конечно же, взять там, где ты обычно все покупаешь, и сразу же выезжаешь на стройку. Вот. Но когда буду заливать, получается, вон те 3 окна, вообще, тогда 1, 2 и 3, то, скорее всего, заеду за 25-килограммовыми, чтобы было хоть как-то немножечко полегче таскать. Это же надо самому загрузить, привезти, разгрузить, поднять на 2-й этаж, поднять сюда, получается, на 3-й уже, получается, этаж, где эти леса строительные идут. Ну, нагрузочка такая для 40 лет. Хорошая, да. На следующий день после заливки бетон требует ухода. Его необходимо поливать водой для правильного набора прочности и предотвращения трещин. Цемент в бетоне твердеет не просто на воздухе, а за счет химической реакции с водой – гидрации. Если бетон пересохнет слишком быстро, реакция замедлится или остановится, и прочность, естественно, снизится. Прошла всего неделя, и уже можно смело разбирать опалубку, чтобы оценить результат проделанной работы.
Снятие опалубки заняло считанные минуты, и передо мной открылся монолитный, прочный и аккуратный результат. Поверхность выглядит надежно, без малейших изъянов. Безусловно, использование вибратора сыграло ключевую роль. Он справился со своей задачей на все 100%. Керамзитобетонные блоки по праву считаются одним из самых удачных материалов для строительства. Они изготавливаются из натуральных компонентов – цемента, песка и керамзита, поэтому являются экологичными и безопасными для здоровья. Стены из такого материала получаются прочными и надежными, легко выдерживают нагрузки и отлично подходят как для несущих конструкций, так и для перегородок. Особая пористая структура керамзитобетона обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства, и в доме сохраняется комфортная температура в любое время года. Кроме того, блоки обладают высокой звукоизоляцией, что позволяет защитить жилье от лишнего шума с улицы и создать тишину внутри помещений. Еще одно очень важное преимущество – паропроницаемость. Стены дышат, не накапливая влагу, благодаря чему в доме формируется здоровый микроклимат без сырости и плесени. И немаловажно то, что блоки имеют крупный размер и ровную форму, что значительно ускоряет процесс кладки и сокращает расход раствора. В итоге мы получаем надежный, теплый и комфортный дом, который будет служить десятилетиями без лишних проблем. У меня закончился раствор для кладки блоков. Плюс необходимо было поднять последние 150 блоков на второй этаж. Пригласил в помощь брата. Все? Каждый блок весит примерно 18 килограмм. Вот и умножайте на количество. И получается внушительный вес, который вручную необходимо поднять на второй этаж.
Благо есть самодельный подъемный кран. Убрали палеты. Они около года служили опорой для блоков, а теперь их можно только распилить и пустить на дрова. Параллельно занялся благоустройством. Убрал сорняки. Разровнял землю. Посеял свежий газон. И он уже дружно поднялся, будто и не было всей этой стройплощадки. Природа действительно умеет творить чудеса, возвращая гармонию там, где еще недавно кипела работа. Блоки режу болгаркой, алмазным 230 диском. Приходится делать 4 пропила по периметру. А неровности шлифую насадкой по бетону. Газобетонные блоки сегодня по праву считаются одним из самых востребованных материалов в современном строительстве. И их популярность объясняется сочетанием легкости, прочности и отличных эксплуатационных качеств. Прежде всего, стоит отметить низкий вес газобетона. При крупных размерах блоки остаются легкими, что облегчает процесс кладки и позволяет значительно ускорить строительство. Благодаря этому снижаются трудозатраты и стоимость возведения стен. Не менее важно то, что газобетон обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Материал имеет пористую структуру, наполненную воздухом, а воздух, как известно, является лучшим теплоизолятором. Не менее важно то, что газобетон обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Материал имеет пористую структуру, наполненную воздухом, а воздух, как известно, является лучшим теплоизолятором. В результате стены из газобетона отлично удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом. Это позволяет экономить на отоплении и кондиционировании. Еще одно преимущество – экологичность. Газобетон изготавливается из природных материалов – цемента, извести, песка и алюминиевой пудры, без вредных примесей. Он безопасен для здоровья и не выделяет токсинов. Кладка из газобетонных блоков дает ровные и аккуратные стены, что уменьшает расход штукатурки и отделочных материалов. Кроме того, блоки легко поддаются обработке. Их можно пилить, сверлить, штробить без специальных инструментов. Таким образом, газобетонные блоки – это современный, удобный и экономичный материал, который позволяет строить теплые, надежные и долговечные дома, сочетая в себе качество и доступность. Так что пусть каждый сам сделает свой выбор в ту или иную сторону, из чего строить свой дом мечты. Детки активно помогали облагораживать участок. За год прямо в песке выросла трава. Чтобы прекратить ее распространение, протяпали и собрали. Ну а как же без активного отдыха?
Следующая задача – это заливка оконных перемычек. Принцип работы тот же, что и с предыдущей, но здесь окна значительно шире, поэтому пришлось уделить особое внимание надежности конструкции. Сначала установил две подпорные стойки, на которые по уровню уложил влагостойкую фанеру. Она служила основанием для перемычки. В этот раз решил не рисковать и сделал подпоры из бруса 50 на 100. Только так можно быть уверенным, что под весом залитого бетона конструкция не прогнется и не потеряет геометрию. Все выступающие крепежные элементы аккуратно срезал болгаркой. Проверил. Все держится, не прогибается. Боковые щиты выставил вровень с верхним краем блоков, чтобы во время заливки сразу было удобно разравнивать раствор шпателем. Самое приятное в этом этапе – помощь детей. Они с энтузиазмом включились в процесс, и работа пошла куда быстрее. Так, ну что, получилось вот смастерить вот такие вот 3 опалубки для заливки перемычек. Сделал по 2 подпорки на каждую сторону, для того, чтобы не допустить провисания перемычки при заливке. Плюс будет еще вибрация, соответственно, будет достаточно большая нагрузка. Поэтому опора, я посчитал, что опора здесь должна присутствовать. Вот. Фанера, это влагостойкая фанера, 25-миллиметровая. По ширине, по стандарту идет 2,5 метра. Давайте поднимемся повыше, посмотрим, что у нас внутри. То есть вот такой вот результат.
Основное крепление идет 100-миллиметровыми шурупами. То есть вот они идут 3. А продольное крепление 50-кой загнал. Ну, здесь просто идет сшивание 2 фанеры с друг другом, поэтому, я думаю, должно выдержать. Сверху будет еще обязательно пойдет верхняя стяжка, чтобы при заливке не расперла палубку. Снизу крепил на уголки. Ну, стандартная рабочая тут схема. Уголок с этой стороны тоже, да, уголок идет. Вот. Подпорка тоже через уголок. Посредине тут образовался шовчик, наверное, в пару миллиметров. Ничего страшного, в дальнейшем он запенится пеной. Просто уже была готовая отрезная вот эта часть фанеры. Я ее поставил. Вот. Потом в любом случае тут есть отверстия, даже сквозные отверстия. Они потом запенятся пеной и будет очень хорошо все держаться. Мух какой-то летает. Конечно же, намного проще было перемычку уже привести готовую на объект. Вот что я и сделал в прошлом году, когда делал первый этаж. Но те готовые перемычки, они мне достались, ну, условно, бесплатно, поэтому я их использовал в своем строительстве. Плюс к этим перемычкам необходимо заказывать кран, который стоит тоже денег. Вот, поэтому посчитал рациональнее залить своими собственными руками, тем более материал на месте, на объекте имеется. Придумать пару фанер и прикрутить их в виде опалубки, плюс скинуть арматуру, тоже имеется на объекте. Ну, единственный момент, придется повозиться с цементными мешками. На этот раз буду покупать не 40-килограммовые мешки, а 25-килограммовые. С ними намного проще работать, они намного легче. Вот, и транспортировать и поднимать их, а также поднимать их, да, на второй этаж намного будет проще. Хотя, конечно, ничего легкого в этом нет. Может быть, приглашу в помощь, опять же, брата. Здесь достаточно такой уже приличный будет объем. Все-таки 3 перемычки. Я еще не считал, там, какой объем заливки. Я надеюсь, что за один подход, за пару часов мы это сделаем. Вот. Ну а дальнейшая задача уже пойдет армопояс. Также будет собираться из этой же самой влагостойкой фанеры. Но объем бетона будет намного больше. И тут уже, конечно, пойдет заказ готового привозного бетона из бетономешалки. Плюс буду заказывать подачу насосом, чтобы облегчить приемку бетона. Вот. Но это, думаю, что уже на следующее видео перенесем. Стройка движется вперед, и каждый день все отчетливее видно, как дом обретает свои очертания. Все образовавшиеся щели тщательно запенил монтажной пеной. А после высыхания аккуратно срезал лишнее обычным канцелярским ножом. Конструкция сразу приобрела аккуратный вид и герметичность. В итоге получилась прочная конструкция, готовая к заливке и дальнейшей работе. Сегодня снова погода не удивила. Опять полным ходом идет дождь. Но мы не унываем. У нас есть работа и внутри помещения. Сейчас покажу, как я тут организовал
производства армокаркаса. У нас пока тут беспорядок. Ну, до порядка еще, правда, далеко. Но производство перемычек идет полным ходом. Для армирования использовал продольные стержни диаметром 14 мм, а также хомуты десятка с шагом 25 см. Обязательно установил стульчики под арматуру, чтобы задать правильное положение и обеспечить необходимый защитный слой бетона. Ширина оконного проема составляет 2,5 метра. И дополнительно я предусмотрел минимум по 250 мм опоры с каждой стороны для надежности перемычки. Чтобы во время заливки бетон не раздвинул опалубку, сверху сделал затяжки. Лучше заранее позаботиться о надежности конструкции, чем потом пытаться вернуть бетон обратно в форму. Это уже сделать будет нереально. Часть крыши основного дома мешала продолжить строительство пристройки, поэтому пришлось разобрать вынос. Немного дополнительной работы, но зато теперь можно спокойно двигаться дальше. На заливку перемычек пригласил брата. Вместе справились быстро и слаженно.
На 3 окна у нас ушло 45 мешков по 25 килограмм. Раствор замешивали миксером в большом пластмассовом ведре, а затем порционно распределяли по опалубке с помощью ведра меньшего объема. Так процесс оказался удобнее и легче. Бетон, как и положено, обязательно вибрировали вибратором. Это залог прочности и качества готовой конструкции. Для верхнего слоя раствор замешивали чуть пожиже, чтобы проще было его разравнивать шпателем. Пока схватывается бетон над окнами, с дочкой собрали опалубку для заливки дверной перемычки. Процесс изготовления аналогичный. Опалубка, арматура, хомуты. Единственное отличие – это помощница дочка. Вдвоем время пролетело вообще незаметно. Вместе нарезали арматуру, вместе гнули хомуты. Вместе связали армор-каркас.
на следующий день уже со всеми детками залили бетон. Пусть сохнет. Прошло 4 дня после заливки бетона. Сегодня у нас получается уже 5-й день. Я думаю, что процентов, наверное, 50 бетон уже набрал свою прочность. Каждый день после заливки я ухаживал за бетоном. Это обязательное условие. Необходимо проливать его водой, потому что только с водой происходит химическая реакция, называется гидрация. Сегодня буду разбирать опалубку. Даже саму очень интересно, что там получилось. Конечно же, сразу же ее нагружать ни в коем случае нельзя. Я думаю, пусть еще какую-то неделю-две она постоит без нагрузки. Вообще полное высыхание бетона при температуре 21-22 градуса происходит за примерно 28 дней. Вот. Но пока я соберу опалубку, пока я сделаю армокаркас, еще пока закажу бетон, я думаю, что как раз придет то время, когда можно будет ее уже активно нагружать. Да? Так что давайте посмотрим, какой у нас там результат получился. Я уже параллельно начал собирать опалубку по периметру для заливки армопояса. Но я думаю, что этот материал уже пойдет для следующего видео. Я думаю, уже здесь и так достаточно много новой информации. Вот. Будем вам уделять внимание дозированно. Так, что там у нас происходит? В общем, пока там обворовывают соседей, быстренько займемся делом. Разбирать опалубку – одно удовольствие. Сразу виден результат многодневной работы. Готовая перемычка выглядит качественной и, надеюсь, будет нести на себе нагрузку долгие годы. Хочу отдельно поблагодарить за помощь всех своих деток и брата. В следующем видео будем заливать армопояс по всему периметру дома. Смастерим опалубку, изготовим армокаркас, правильно соединим углы и зальем привозным бетоном.
Спасибо за просмотр и всех вас ждем в новых видео. Ну а пока, всем пока-пока.